В 35 лет Эмили уже привыкла к жизни на автопилоте. Работа аналитиком в небольшой компании, съемная квартира и бесконечные счета в Чикаго постепенно стирали ощущение будущего. Все изменилось в тот вечер, когда она случайно наткнулась на объявление о продаже старого дома на окраине Эшвилл. Цена была настолько низкой, что казалась ошибкой, но спустя месяц Эмили уже стояла у деревянного крыльца, окруженного заснеженными холмами Апалачей. Дом выглядел забытым временем. Потемневшие доски, покосившиеся перила и тусклый фонарь над входом, который почему-то продолжал гореть. Внутри пахло холодным деревом и пылью. Она растопила старую печь, начала приводить комнаты в порядок, и с каждым днем пространство будто оживало вместе с ней. На третью ночь ее разбудили шаги. Четкие, размеренные, доносившиеся сверху. В доме был только чердак, куда вела узкая лестница. Эмили долго лежала в темноте, убеждая себя, что это ветер или зверек под крышей, но ритм был слишком осознанным. Наконец она поднялась наверх с фонариком. Под самым слуховым окном тлел керосиновый фонарь, а рядом сидел рыжий кот с внимательным взглядом. Он казался хозяином этого места. Возле него стоял деревянный ящик. Утром Эмили открыла его и нашла аккуратно перевязанные письма и дневник женщины по имени Мэриан. Та прожила здесь более 40 лет и писала о тишине, одиночестве и о рыжем коте по кличке Оливер, которого когда-то приютила. В последней записи она просила позаботиться о нем. Эмили осталась в доме. Городская суета перестала иметь значение. Каждое утро она поднималась на чердак, где кот ждал у окна, встречая рассвет над горами Северной Каролины. Иногда судьба не рушит старую жизнь, а просто тихо переносит человека туда, где его давно ждали. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.